Привет, друзья, это Владимир Милов. Спасибо, что подписались на мой YouTube-канал. Если еще этого не сделали, то вот нажмите кнопочку прямо сейчас и подпишитесь. Здесь будет интересно. Мы здесь говорим о важнейших вещах, которые происходят в России и мире. Ну и сейчас, наверное, в России самая важная тема на повестке – это Конституция. Вот уже там заканчивается недельное, беспрецедентное недельное голосование по поправкам в Конституцию, которых еще несколько месяцев назад никто о них не думал, их вообще не было в повестке дня. И даже Путин говорил о том, что типа мозги им надо поменять, а не Конституцию. Мозги им надо поменять, а не Конституцию нашу. Вдруг, значит, гром, шухер до небес, всех невероятно мобилизуют, надо вот срочно бежать и за какие-то непонятно кем и как написанные какие-то поправки голосовать или не надо голосовать. Несколько слов сейчас мы об этом поговорим, но я хотел сегодня рассказать вам немножко о другом сюжете, потому что очень многие из вас вот пишут мне, спрашивают и говорят, ну как же так, ведь если эти поправки вступят в силу, то тогда наша Конституция, которая гарантирует нам там гражданские и политические права, она вот перестанет действовать, и это же ужас, мы окажемся в совсем другой тоталитарной стране и так далее. Вот, дорогие мои, одну вещь, которую я вам хотел сказать, звучит следующим образом. Эта Конституция умерла много лет назад. Это не метафора, не фигура речи, а это произошло по факту после одного события в нашей истории, которое на самом деле реально не очень много кто обсуждает. Но событие это было крайне важно. Это событие называется конституционный переворот, который случился в России в 2004-2005 годах, более чем 15 лет назад, после того, как партия жуликов и воров «Единая Россия» сформировала в Государственной Думе так называемое конституционное большинство, когда она смогла принимать любые изменения законов, и в том числе Конституции, не спрашивая другие фракции и партии. И вот эта путинская мафия тут же этим поводом воспользовалась для того, чтобы принимать кучу законов, которые фактически действия нашей Конституции давно отменили. Вот я хотел вам об этом рассказать немножко подробнее. Многие из вас часто удивляются, а как так? Ведь вроде вот в Конституции это же документ прямого действия, это основной закон России, и другое законодательство не может ему противоречить. Например, в Конституции записана свобода собраний, мы все можем собираться мирно без оружия и так далее, да, и это прямая норма, она не требует никаких дополнительных трактовок. Но, тем не менее, на митинге надо получать всякие адские согласования, разрешения, их часто не дают или отправляют куда-то там к черту на куличики. Или вторая история, что в Конституции записано, что каждый имеет право избирать и быть избранным. Ну, попробуй ты попади на эти выборы. Всех, кто власти не нравится, просто по большей части до выборов не допускают, выборы фальсифицируют и так далее. Таким образом, вот это не новая история, что фактически очень многие конституционные нормы, они вроде есть, но на самом деле они давно не исполняются, и власти плевать на них хотели. Вот это не случайно происходит, потому что одно из ключевых событий становления путинской диктатуры был вот тот самый конституционный переворот, когда власть фактически захватила парламент, получила там пресловутое конституционное большинство и напринимала кучу законов, которые ввели, по сути дела, обратный порядок, они Конституции полностью противоречат. Произошло это все вот 15 с небольшим лет назад, в 2004-2005 годах. И, собственно, я хотел вам рассказать об этом чуть подробнее, потому что я вижу, что многие молодые люди, которые в том числе недавно заинтересовались политикой, они просто об этом не знают. Просто не в курсе того, что у нас была совсем другая правовая ситуация, что Конституция действительно была документом прямого действия. Но Путин со своими жуликами и ворами из партии «Единая Россия» просто по факту все это переписал и изменил через акты более низшего уровня, через федеральный закон. Фактически давно уже отменил действие Конституции. Это очень важный исторический момент, потому что когда мы будем строить прекрасную Россию будущего, нам нужно будет выстраивать такую систему институтов, сдержек и противовесов, чтобы этого больше никогда не допустить. Чтобы у нас невозможным стало появление однопартийной системы, которая в своих узких клановых интересах может воротить все, что хочет, и фактически
принимать законов, отменяющих действия Конституции. Вот для этого очень важно восстановить историческую цепь событий и вспомнить, что как было. Меня всегда очень удивляло, что вот этот конкретный момент конституционного переворота 2004-2005 годов, он как-то мало анализируется, вообще не фигурирует в общественно-политической дискуссии. Например, вот, кстати, подсказка всем моим зрителям, можете, как говорится, чтобы не сидеть на диване, как сейчас модно говорить, заняться делом. Создайте статью в Википедии. В Википедии нет такой статьи «Конституционный переворот 2004-2005 годов в России», а она должна там быть. И вот на самом деле давайте вспомним, что произошло. Дело в том, что, скажем, на первом путинском сроке, когда вот он только пришел к власти, в России ситуация была совсем иной, чем сегодня. Тогда, даже хотя Путин первое, что начал делать, он начал громить телевидение, но тогда все-таки было еще свободное телевидение, которое его ругало. На первом сроке Путина в парламенте было 8 разных фракций, которые часто находились в тяжелой борьбе между собой. Это был реально конкурентный парламент, где там блокировали трибуну, фракции покидали зал заседаний там, в знак протеста и так далее. Там было, я вот тогда на первом сроке Путина тоже работал в правительстве, и часто мы не знали, удастся нам провести через Госдуму какой-то закон или нет. Надо было работать с депутатами, убеждать их проголосовать. После того, как конституционный переворот уже случился, Госдума превратилась в сборище андроидов, которые просто давят на кнопки по указке из Кремля, как вот мы тогда в нулевые годы придумали грустную шутку отдел администрации президента по законодательной работе. Ну вот вопрос, а как вообще такое могло получиться? И здесь мы вспоминаем пресловутые выборы Государственной Думы, парламентские выборы декабря 2003 года. Вот те самые выборы, перед которым арестовали Ходорковского. Михаил Ходорковский, глава и владелец ЮКОСа, был одним из тех, кто активно проявлял интерес к парламентским выборам и поддерживал оппозиционные Кремлю партии, конкурировавшие с Путиным. Вот, собственно, это была одна из ключевых причин, почему его посадили. Другая причина в том, что кое-кто хотел украсть у него нефтяную компанию, но это отдельный разговор. Так вот, собственно, что произошло на выборах декабря 2003 года. По идее, вот по формальным результатам этих выборов, там ни у кого не должно было сформироваться никакого конституционного большинства. Я напомню, что такое конституционное большинство. Это более 300 из 450 депутатов, то есть более 2/3, когда одна партия, если вот она контролирует такое большинство, она может делать все, что хочешь, в том числе принимать изменения в Конституцию. Да. И вот Единая Россия, конечно же, этой возможностью воспользовалась. Мы сейчас к этому вернемся, но вот очень важно, что никакого конституционного большинства по результатам выборов фактически не сложилось. Единая Россия на выборах 2003 года получила всего 37,6% голосов. Какие 2/3? Где здесь конституционное большинство? Да? Вопрос, а как же так получилось? Там мы сейчас не будем обсуждать фальсификации, то, что должна была пройти, например, партия Яблоко в Госдуму, но путем вбросов бюллетеня ее опустили чуть ниже 5%, и она в итоге не прошла. Это все для отдельного разговора. Но как так получилось, что у ядра оказалось на выборах меньше 38%, а они сформировали там конституционное большинство? Да очень просто. Путем запугивания и скупки депутатов, которые избрались как независимые, самостоятельно от каких-то других более мелких партий, через несколько недель после выборов администрация президента отчиталась о том, что мы добились того, что значительная часть людей, которая избиралась самостоятельно, вступила в партию «Единая Россия». Теперь у нас больше 300 депутатов, и мы сформировали то самое конституционное большинство и будем теперь делать в нашей политической системе все, что хотим. Это был абсолютно очевидный переворот, то есть настоящий государственный переворот, потому что люди, которых вынудили или методом подкупа заставили вступить в «Единую Россию», они избирались не от этой партии. Они шли как независимые. То есть это был фактически обман избирателей. Да. Вот это конституционное большинство не было результатом волеизъявления российского народа. Как мы уже говорим, партия получила такой довольно скромный результат на этих выборах. Хотя и обогнала остальных, но ни о каком конституционном большинстве говорить было нельзя. Это, знаете, что мне больше всего напоминает? Это мне напоминает последние парламентские выборы в Веймарской Германии 5 марта 1933 года. Да, вот те самые, где по итогам которых власть в стране захватила пресловутая НСДАП, Национал-социалистическая рабочая партия. Так вот, вся драма состоит в том, что очень похожая ситуация на «Единую Россию» почти один в один. Дело в том, что НСДАП на выборах марта 1933 года
Не получила никакого большинства. Да, она пришла к финишу первой, но ее результат был меньше 44%. Что-то похожее на «Единую Россию» в 2003. Да. Но в итоге методом насилия, запугивания политических оппонентов, недопуска их в парламент и всяких разных силовых мер и прочих подлостей и хитростей НСДАП фактически захватила парламент под свой полный контроль и напринимала вот там тех законов, которые, собственно, и установили в Германии тот самый пресловутый Третий Рейх. Примерно так же в 2003, 2004, 2005 годах действовала и «Единая Россия», в полном соответствии с лекалами своих некогда союзников по пакту Молотова-Риббентропа. И операция эта явно готовилась, потому что произошло после? После того, как они это конституционное большинство получили, они очень-очень быстро принимали целый ряд законов, которые фактически отменили действие вот той самой российской конституции, по которой многие из вас сегодня плачут. Она перестала действовать. Ну, например, вот там поправки в закон о митингах были внесены. Тут же был принят новый закон о митингах, который фактически сделал порядок проведения общественных демонстраций разрешительным. Вот тогда появились все эти согласования, как Путин говорит, закон суров, но есть закон, если не получили разрешение органов власти, значит митинг незаконный. Да? До этого никто так вообще и на это дело не смотрел. Более того, например, там в 90-е, в начале нулевых власти сами были обязаны оказывать содействие оппозиции, когда проводились демонстрации против власти. Таких случаев там было много. В Москве перекрывали там целые улицы там, под демонстрации КПРФ и так далее. Да? Все это было нормой, но вот после конституционного переворота у нас митинги как бы превратились в такой дефицит, эксклюзив. Да? Надо, значит, постоять в очереди к кабинету начальника, может быть, он соблаговолит тебе какую-то отдаленную площадь выделить. Да? Это все было принято сразу после конституционного переворота. После того, как «Единая Россия» осуществила захват парламента, следующая история. Политические партии. Тут же были приняты поправки в закон о политических партиях, которые фактически делали невозможным регистрацию партий, нелояльных Кремлю. И мы знаем, что этим пользуются до сих пор. Вот Алексей Навальный там предпринимал, по-моему, 9 жизней кошки. Да? По-моему, 9 попыток зарегистрировать партию Навального были. Какие-то там даже были промежуточные успехи, но в итоге им так и не дали дойти до бюллетеня. Хотя совершенно очевидно, что если партия Навального была бы в думском бюллетене, это была бы там одна из крупнейших, если не самая крупная в парламенте фракция. Но просто не пускают на выборы. Были внесены очень серьезные изменения в само законодательство о выборах и референдумах. Со всеми вот этими входными барьерами, там, сборами подписей. Ну, казалось бы, вот как проходит сбор подписей в поддержку регистрации кандидатов на выборах в развитых странах? Ну вот он проводит собрание, там собрались 500 человек, подписались, это все сдали в избирком, и избирком его зарегистрировал. У нас, вы знаете, как начинают проверять, а не вышла ли у вас роспись за клеточку. Если вышла, мы эту подпись вычеркиваем. Не дай бог избиратель рядом с годом рождения поставит буковку «Г» с точкой. Все, это криминал. Подпись вычеркивается, недействительная, сразу вы удаляетесь с выборов. Ну, ничего такого раньше не было. Это вот появилось как раз с внесением изменений в избирательное законодательство сразу после конституционного переворота. Вот тогда уже политологи комментировали о том, что все это кардинально изменило систему выборов в России. Кстати, еще такой очень важный момент. Тогда же, в 2005-м, в ходе вот этого ползучего конституционного переворота, по сути дела, отменили избирательные блоки. То есть сейчас невозможно, разные партии не могут сформировать блок для того, чтобы вместе идти на выборы, хотя это нормальный атрибут любой развитой демократической страны. Вот возможность сформировать межпартийные блоки для того, чтобы участвовать в выборных кампаниях. Ну вот, скажем, чтобы вы представили, как могла бы измениться общественно-политическая система. Например, вот в 2003-м на выборах Госдумы, тех пресловутых выборах, о которых я говорил, скажем, демократические партии «Яблоко» и «Союз правых сил» набрали совместно более 8% голосов. То есть, если бы они шли блоком на выборы, они могли бы сформировать там большую фракцию. И, кстати, они так и сделали в 2005-м на выборах Мосгордумы. Блоки были уже запрещены, но они просто там сделали по факту блок на базе партии «Яблоко» и взяли в список себе СПСовцев и набрали больше 12%, реально прошли тогда в Московскую городскую думу. Но вот один из важных столпов вот этой избирательной контрреформы, которая провела захватившая парламент «Единая Россия», это был запрет избирательных блоков. То есть они наставили очень-очень много разных препятствий для того, чтобы их политические оппоненты не попадали на выборы, не могли в них участвовать. И если участвуют, их можно было очень легко с выборов снять, нарисовать им там нужный результат. Вот этот весь передел избирательного законодательства, он
как раз совершился тогда, в 2004-2005 годах, в ходе вот этого конституционного переворота. Ну и очень важный момент, который они сделали буквально сразу. Мы, кстати, рассказывали вам об этом в нашей передаче про федерализацию России. Мы сделали отдельный выпуск нашей программы Why Russia Fails про федерализацию России и необходимости построения равноправных отношений между федеральным центром и регионами. И вот мы рассказывали вам про этот сюжет, как Путин сначала отобрал у регионов доходную финансовую базу, передал все налоги из регионов в центр, а потом через несколько недель убрал выборы губернаторов и объявил об этом после трагического теракта в Беслане. Кстати говоря, вот мы вам напоминали про таймлайн, который тогда происходил. В конце августа Путин подписывает эти изменения в бюджетный кодекс, скоропалительно принятые новым конституционным большинством. Налоги у регионов отбираются, губернаторы остаются нищими, вечными просителями денег у Минфина. Через буквально неделю с небольшим после этого случается теракт в Беслане, который был использован как предлог. Еще через 2 недели Путин выступает и говорит: а раз теракт в Беслане, значит, выборы губернаторов мы теперь отменяем. И губернаторы не смогли с этим сделать ничего, потому что Дума была захвачена Единой Россией и приняла закон о том, что они теперь без денег. И у них нет своей финансовой базы. Таким образом, вы видите, насколько серьезные политические и экономические последствия для страны имел вот тот самый конституционный переворот, который произошел более 15 лет назад. Тем удивительнее, что об этом не говорят. Вот мы сейчас в преддверии этого голосования по поправкам все говорим о Конституции как якобы о чем-то действующем и живом. Хотя на самом деле я просто на пальцах сейчас вам объяснил, почему Конституция давно мертва и кто и когда ее убил. У этого всего есть хронология, федеральные законы с номерами и с датой. Есть люди, которые протаскивали их принятие, понятно какими методами. Вот, собственно, мы сейчас поговорили вкратце с вами об этом. Поэтому я вот не очень понимаю, когда сейчас многие люди реально переживают. Вот, друзья мои, здесь нечего переживать. Этот пациент уже давно скончался. Да? А здесь важно понимать вот что. Во-первых, надо очень четко восстанавливать вот эту цепь исторических событий, чтобы понимать, где что пошло не так, понимать, насколько важна система баланса сдержек и противовесов в нормальной демократической стране, и что нельзя больше позволять вот таких манипуляций с захватом парламента. Мы должны сделать все, что в прекрасной России будущего таких историй никогда не могло произойти. Второе, здесь важно понимать вот что. Что, друзья, давайте не фетишизировать какие-то отдельные элементы нашей политической конструкции. Вот ту же самую Конституцию. Да? Кстати, по факту, на мой взгляд, здесь в качестве патологоанатома выступил полностью подконтрольный Путину Конституционный суд. Это, кстати, был еще один из важных элементов конституционного переворота, когда Путин фактически там поменял руководство Конституционного суда и назначил абсолютно лояльного себе Валерия Зорькина, который сейчас как собачка за ним бегает и везде его поддерживает. Вот как раз в роли патолога-анатома выступил вот этот Зорькинский Конституционный суд, который сказал, что все, что сейчас Путин творит с Конституцией, это абсолютно законно и ничему не противоречит. Это, по сути, значит, говорит о том, что да, это тело уже давно мертво. И, в общем, все эти политические некрофилы могут делать с ним все, что хотят, вот чем они на наших глазах и занимаются. Поэтому здесь мысль моя простая, что, друзья, давайте понимать, в чем наша главная проблема. Наша главная проблема в том, что в России совершенно неправовая диктатура, которая захватила власть методом абсолютно противозаконного конституционного переворота. В 2004-2005 годах, когда они, во-первых, сформировали конституционное большинство, хотя избиратели не давали им на это мандата. У Единой России не было такой поддержки избирателей, чтобы захватить 2/3 парламента. Они сделали это методом подкупа и запугивания. Это раз. 2. Вот этим конституционным большинством они быстро воспользовались для того, чтобы напринимать кучу законов, которые фактически отменили действия Российской Конституции. Поэтому, вот, друзья, я понимаю, что многие смотрят на Конституцию как на такую последнюю соломинку правовую, за которой можно зацепиться, чтобы вот искать в ней защиту от всего творящегося сегодня беспредела. Ребят, соломинка от беспредела вас не защитит. Главная наша проблема – это не то, что Путин там что-то делает втихаря с Конституцией. Главная наша проблема – это то, что в России такая очень типичная авторитарная диктатура,
которая обесценила все правовые институты, и даже хиленькие, слабенькие, но которые вот у нас были, а их давно нет. Нечего по ним плакать, они уже более 15 лет как скончались. Нам надо говорить не о Конституции сегодня, а нам надо говорить о том, как менять власть, как демонтировать этот адский авторитарный режим, который все больше людей уже достал. Уже видно по всем опросам, что политическая поддержка у Путина падает примерно туда же, к плинтусу, где она находится у его многолетнего друга Лукашенко. Как менять власть? Конечно, вы меня сразу спросите, менять власть очень хорошо, там мы за, что делать? Ребят, давайте еще раз вспомним политическую науку. Вспомним, как авторитарные диктатуры падали и менялись на свободное общество. Да? Это всегда происходит не быстро, не просто, и для этого надо всегда искать и создавать политические поводы. Таких поводов будет много. Это могут быть выборы Госдумы. Это могут быть просто протесты людей против плохой социально-экономической ситуации и то, что Путин отказался помогать гражданам и экономике. Я уверен, что как только они окончательно снимут ограничения на массовые мероприятия, мы такие протесты увидим, и найдется очень много желающих их организовать. Нужно постоянно показывать, что у Путина нет никакой поддержки. Еще раз, будет время, когда снова будет возможно проводить митинги, мы обязательно это сделаем, обязательно встретимся с вами плечом к плечу на улицах наших городов, покажем, как нас много, покажем, что общество реально против авторитарной власти. Мы обязательно будем участвовать в выборах, да, нечестных, да, не свободных, но мы видели в прошлом году в Москве, как работает система умного голосования Алексея Навального, когда они нас не регистрируют, а мы их все равно нагибаем. И могли бы нагнуть еще больше, если бы люди Навального внимательнее слушали, а не так вот, как сегодня многие. Потому что я, например, я дико переживаю по поводу того, что я, к сожалению, не мог вести активную кампанию в поддержку своего кандидата умного голосования, потому что месяц в августе провел за решеткой. Но у нас, например, в районе Конькова, на юго-западе Москвы, в моем округе, число недействительных бюллетеней оказалось больше, чем не хватило, вот чуть-чуть, там какие-то 600 с чем-то голосов, не хватило кандидату умного голосования, чтобы в Коньково обойти единороску. Но очень многие люди пришли и решили выразить вот свою гражданскую позицию, значит, исчеркать там бюллетень чем-то непонятным, вместо того, чтобы проголосовать за кандидата умного голосования. Если бы по нескольким другим округам так поступили, то большинство оппозиции было бы в Мосгордуме. Несмотря на то, что нас никого не допустили до выборов. Это все возможно, друзья мои, это все возможно. Поэтому есть абсолютно разные способы, есть митинги, есть участие в выборах. Очень важно, наверное, самая главная история, которая действительно может все изменить, это агитация. Разговаривайте с людьми, распространяйте наши видео, наши материалы, программу «5 шагов для России» Алексея Навального. Объясняйте, что политические перемены действительно могут привести к улучшению жизни россиян. А диктатура их только лишила роста благосостояния, лишила доходов и оставила без будущего, у разбитого корыта, как в старой русской сказке. Да? Так вот, это надо объяснять, нужно расширять круг наших сторонников. Сегодня для этого благоприятная ситуация, потому что очень многие люди разочарованы действиями Путина во время пандемии коронавируса, его нежеланием помогать экономике и гражданам. Благоприятная почва. Идите, агитируйте людей. Вот чем больше людей захочет присоединиться к оппозиции, тем быстрее мы этот авторитарный режим свалим. Вот это, на мой взгляд, и означает сегодня встать с дивана и что-то сделать для того, чтобы жизнь в нашей стране изменилась к лучшему. Ну, а еще раз, фетишизировать там Конституцию и всерьез обсуждать, что какие-то поправки к ней что-то изменят. Ну, вот они предлагают, например, отменить приоритет международного права. Так он фактически не действует. Когда им надо, они принимали, что по делу ЮКОСа, что по делу Кировлеса Алексея Навального, они принимали решение, что мы не будем исполнять решения европейских судов. И по факту их не исполняют. Потому что у них пресловутое конституционное большинство, и они могут перекраивать российскую правовую систему как хотят. Поэтому, друзья мои, надо смотреть на вещи шире. Конституция, к сожалению, наша давно скончалась. Я примерно рассказал вам сегодня о том, как это происходило. Мы обязательно в России напишем и примем новую, нормальную конституцию здорового человека. Вот, кстати, мы делали в марте об этом целую передачу «Why Russia Fails». Обязательно ее пересмотрите. Там отдельный блок мы посвятили тому, как должна выглядеть конституция современной, развитой, передовой и прекрасной России будущего. Готов с вами дальше это обсуждать. Но еще раз, вот что касается нынешнего голосования по поправкам,
Путин хочет, чтобы это стало очень важным, сакральным для России событием. Чтобы произошло такое единение народа и вождя. Один народ, один вождь, один фюрер. Он получил какой-то классный результат, которым он потом как справкой мог махать и хвастаться. Типа, видите, сколько у меня процентов поддержки, да? Давайте не давать ему такого повода. Вы можете сходить, проголосовать против, можете не ходить. Это как бы не так важно, да? Но, друзья мои, когда вы видите, что Вова Путин что-то хочет, задача любого нормального, честного человека помешать ему этого добиться. Да? Давайте не дадим ему показать, что у него есть какое-то единение с народом. Давайте открыто говорить правду о том, что происходит в России, и что дело не в Конституции, а то, что эти жулики, воры, мафия незаконным путем захапали власть больше 15 лет назад. С полным нарушением и Конституции, и законов, и всего. Давайте все-таки сделаем в Википедии статью про конституционный переворот 2004-2005 годов и будем эту тему активно педалировать дальше, чтобы как можно больше людей поняли, что вот эта вся воровская клика, она мало того, что ее никто не уполномочил творить ту дрянь с Россией, которую они творят, так они находятся на своих местах незаконно. Они захватили власть в нарушении Конституции путем переворота. Давайте говорить об этом открыто. Путин и Единая Россия – это люди, которых никто не уполномочил, они находятся на своих местах в результате переворота, в нарушении Конституции. Мы рассказали вам сегодня о том, как это происходило, вкратце о том, что делать для того, чтобы приблизить перемены в нашей стране, но еще раз, очень важный момент, друзья мои, да, что нам надо сделать все, чтобы в будущем такие истории не повторились, и для этого вот всю эту историю с захватом власти и с конституционным переворотом надо полномерно изучать и думать, как выработать против этого такое перспективное противоядие. Мы с вами здесь будем обсуждать это дальше. Это была программа Why Russia Fails. Почему другие страны богатые, а Россия бедная, нищая, разбитая, без будущего и все остальное, что вы, я думаю, сами видите вокруг себя. Мы продолжим в нашей программе Why Russia Fails обсуждать вот важные сюжеты, как нам все-таки вырваться из этих оков мафиозной диктатуры и построить успешную страну. Ну и спасибо, что подписались на мой канал. Это был Владимир Милов. Подписывайтесь, если еще не. Здесь обязательно будет интересно. Огромное спасибо всем, кто донатит нам на продакшн этой программы. И реквизиты есть внизу. И у нас, я надеюсь, что уже скоро появится спонсорская кнопка. Это все делать не бесплатно. Ну а мы встретимся с вами через несколько дней. Спасибо.